Франция должна обратиться в Международный суд по преступлениям, совершенным в Нагорном Карабахе. Вот уже год, как военная агрессия Азербайджана в Нагорном Карабахе заставила более 100 тысяч армян покинуть свои дома, заявляют адвокаты Франсуа Зимере и Каталина де ла Сота. Массовая депортация армян из Нагорного Карабаха является одним из самых вопиющих случаев этнической чистки нашего времени. От имени двух жертв этих чисток мы обратились к прокурору Международного уголовного суда. Как и многие другие семьи, ныне бежавшие в Армению, они испытали голод и холод в течение 9 месяцев блокады перед атакой Азербайджана, а затем были вынуждены бежать, унося с собой ношу своей жизни. Вправе эти факты являются преступлением против человечности в виде депортации населения. Римский статут уточняет, под депортацией или принудительным перемещением населения понимается насильственное перемещение лиц, их изгнание или иные принудительные меры из региона, где они легально находились, без причин, допустимых в международном праве. Более ясного определения не найти, и именно эти факты были доведены до сведения прокурора МУС. Франция должна реагировать на эти жалобы. Можно ли допустить, чтобы такие действия оставались вне поля зрения международного правосудия и чтобы безнаказанность за самые серьезные преступления сохранялась? Франция может гордиться тем, что с первого дня выступает за создание Международного уголовного суда, начиная с участия в его создании и продолжая способствовать его функционированию. Международное правосудие было активно защищено поколениями дипломатов и государственных деятелей, которые, как Робер Бадинтер, видели в этом институте инструмент для более справедливого мира. Вот почему, в ситуации, когда многие армяне во Франции стали частью этой трагедии, мы призываем Францию действовать в соответствии со своими постоянными заявлениями, применяя статью 14 Римского статута, которая гласит: каждое государство-участник может передать прокурору ситуацию, в которой, по всей видимости, было совершено одно или несколько преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда, и попросить прокурора расследовать эту ситуацию с целью определить, должны ли быть обвинены одно или несколько идентифицированных лиц за эти преступления. Безразличие и смирение живут под одной крышей, под крышей забытых новостей. Мы не можем допустить, чтобы эти жертвы стали также обездоленными в правосудии. Оставить преступления в Нагорном Карабахе безнаказанными означало бы согласиться с тем, что платит только закон силы и террора. Международный уголовный суд еще далек от совершенства, его легитимность все еще нуждается в усилении, но какая другая юрисдикция сможет ответить на эти вопросы, прояснив совершенные преступления и судя ответственных? В Нью-Йорке по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена в формате 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Напомним, что в последний раз главы МИД Азербайджана и Армении встречались в июле 2024 года в Вашингтоне на полях саммита НАТО. Комментируя итоги нынешней встречи, пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Блинкен отметил прогресс, достигнутый обеими сторонами на пути к устойчивому миру, подчеркнул важность дальнейшего продвижения в подписании мирного соглашения, которое, по его словам, обеспечит региону долгосрочную стабильность и процветание. В этой связи МИД Азербайджана сообщил, что стороны договорились в максимально короткие сроки предпринять дополнительные усилия для заключения соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. Означает ли это, что Блинкен продвигает сценарий выступить посредником в организации личной встречи лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна? Если бы Ереван и Баку договорились об организации такой встречи, то комментарии по итогам нью-йоркских переговоров со стороны тройки США, Азербайджан, Армения выстраивались бы в иной политической редакции и тональности. Но они обычные, сдержанные.
Помимо этого, Блинкен, говоря о прогрессе, достигнутом обеими сторонами на пути к устойчивому миру, пытается обозначить прежде всего роль США в этом процессе. Речь идет о том, что в проекте мирного договора между сторонами достигнуто согласие по 16 пунктам из 19, но оставшиеся 3 пункта, по которым сохраняются расхождения в позициях, Баку считает ключевыми. Пашинян, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, еще раз подтвердил готовность подписать мир с Азербайджаном в усеченном варианте. По его словам, не существует мирного соглашения, которое бы сразу решило все вопросы. Даже после подписания договора страны могут продолжать заключать новые соглашения и достигать дополнительных договоренностей. Более того, он добавил, что если мирный договор окажется противоречащим Конституции Армении, то Еревану нужно будет менять Конституцию во имя мира. Но Баку, по его словам, такой сценарий действий со стороны Еревана не устраивает по геополитическим и внутренним армянским политическим соображениям. В этой связи Пашинян решил ввести в посредническую игру даже президента Турции Реджепа Таyyипа Эрдогана, который сообщил, что Ереван обратился к Анкаре с просьбой о содействии в подписании мирного договора с Азербайджаном. По некоторым данным, Пашинян предлагал некоторые уступки в реализации проекта «Зангезурский коридор», демонстрируя, что позиции России в регионе ослабли и что теперь ключевым игроком становится Турция. Но Эрдоган ответил, что турецкие ожидания заключаются в том, что постепенно проблемы между Арменией и Азербайджаном будут решаться, так как обе стороны стремятся к миру. Поэтому пока все личные усилия Блинкена решить армяно-азербайджанские проблемы обнуляются. С другой стороны, неизвестно, когда заработает и заработает ли вообще московская посредническая переговорная площадка очередного раунда переговоров между Баку и Ереваном в ситуации, когда меняется геополитическая конфигурация всего Закавказья. В конце хочу кое-что сказать армянскому слушателю. Наш союзник является союзником нашего врага. Наш враг является союзником нашего союзника. Мы являемся врагом союзника нашего союзника, а также союзником союзника нашего врага. Чтобы этот круг замкнулся, мы должны стать союзником союзника нашего союзника. И очень многое отдать за этот бесценный статус. Как в прошлый раз, когда мы стали союзником, дорого за это заплатив. Такой союз мы назвали бы английским «каус», что означает совместное использование нас в их совместных интересах. Сейчас мы заплатили, но не стали, это уже прогресс. Это уже половина независимости. Чтобы этот круг разомкнулся, мы должны понять, что союзник нашего врага наш враг, и выйти из этого треугольника. Тогда будет полноценная независимость. Нравится вам такой расклад или нет, но это единственный путь, который приведет мир нашему региону. Такова формула мира в регионе. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.